У человека и его лошади на протяжении всей жизни сложилась прочная связь. Когда мужчина лежал при смерти, он хотел в последний раз попрощаться со своим лучшим четвероногим другом. И то, что сделала лошадь, растрогало людей до слез. В молодости Пабло Фернандес был волевым и сильным физически. Он был мужественным человеком, который не боялся отстаивать то, во что верил, и бороться, когда того требовала ситуация. Он защищал нуждающихся, были ли они моложе или ниже его, и никогда не закрывал глаза на боль и страдания других. Поэтому незадолго до начала войны во Вьетнаме Пабло решил пойти в армию. Он был идеальным человеком для такого выбора карьеры. Находясь на передовой во Вьетнаме, он, как всегда, сражался храбро и яростно. Только на этот раз, вместо того, чтобы защищать кого-то менее удачливого, Пабло служил своей стране. К сожалению, несмотря на свою храбрость, Пабло получил в бою серьезную травму. Инцидент оставил его парализованным, и его отправили обратно в Соединенные Штаты, где он получил наилучшую медицинскую помощь. Он заслужил это, служа своей стране и рискуя своей жизнью. Но как бы хорошо с Пабло не обращались, никто не знал, сможет ли он когда-нибудь снова ходить. Тем не менее, он сражался так же храбро, как и прежде, и, в конце концов, начал восстанавливать контроль над своим телом. Не все вернулось на 100% в норму, но это было намного лучше, чем быть полностью парализованным. Многие другие люди сдались бы и смирились с жизнью, в которой они больше не могли бы ходить или использовать свое тело. Но не Пабло. Он выстоял и доказал, что все ошибались. Однако он так и не оправился настолько, чтобы вернуться в армию, как бы он ни старался. Поэтому он обратился к другой своей страсти — лошадям. До службы в армии он всегда любил лошадей и считал их невероятно красивыми и сильными животными. Теперь, когда у него было время и возможность, он полностью погрузился в свой новый проект. В течение следующих 30 лет Пабло разводил и содержал все виды лошадей. Его новое увлечение отвлекло его от невозможности вернуться в армию и дало ему новую цель в жизни. В то время как некоторые люди держали лошадей просто как домашних животных, для Пабло это было нечто большее. Он помогал их выращивать, ухаживал за матерями, пока они вынашивали жеребят, и даже присутствовал при родах. Пабло помогал выращивать молодых животных и следил за тем, чтобы они выросли большими и сильными лошадьми. Позже он мог продавать их новым любящим владельцам. Но была проблема. Прощание с лошадьми никогда не было таким легким, когда их вот-вот должны были купить, и Пабло становилось все труднее смотреть, когда их забирали. Но это было частью его работы, и он принял ее, даже если она ему не нравилась. Справедливо сказать, что Пабло за эти годы познакомился с бесчисленным количеством лошадей, и со всеми у него сложилась невероятная связь. Но особенно выделялся один жеребец. У него была гораздо более тесная связь с ним, чем с любым другим животным. Это был большой конь по имени Марио. Он только недавно родился, но уже был намного крупнее любого другого животного его возраста на ферме. Он быстро вырос и сразу же подружился с Пабло. Марио повсюду следовал за ним и узнавал звук его голоса. Он даже скакал за угол, как только слышал шаги Пабло. Они были счастливы каждый раз, когда видели друг друга и проводили много времени, катаясь и наслаждаясь теплым летним воздухом. Марио продолжал расти и вскоре стал одной из самых больших лошадей, которых когда-либо владел Пабло. К сожалению, мать Марио отвергла его всего через несколько дней после рождения. Итак, Пабло вмешался и помог вырастить жеребенка. Он делал это уже миллион раз, но этот раз был особенным. Это было трудно объяснить, но когда Марио вырос, они стали лучшими друзьями. И несмотря на свои огромные размеры, он все еще был любящим и ласковым, как когда был жеребенком. Пабло хихикнул и сравнил лошадь с большой собакой, которая любит, когда ее гладит и угощает ее человек. Но с годами Пабло сбавил темп. Он постарел. Не имея больше возможности играть такую активную роль в выращивании лошадей,
он начал брать на себя более легкие обязанности, оставляя более сложную и тяжелую работу другому персоналу. Со временем здоровье Пабло ухудшилось. Его беспокоили печень и почки. Он регулярно лежал в больнице и выписывался из нее, принимая всевозможные лекарства, чтобы держать свое здоровье под контролем. Но он прожил долгую и тяжелую жизнь, и в конце концов его тело сдалось. Однажды Пабло сильно упал и был доставлен в местную больницу. Его тело становилось все более хрупким и слабым, и что бы ни делали врачи или другие медицинские работники, весьма вероятно, что у Пабло осталось не так много времени. Больше ничего нельзя было сделать, и конец храброго Пабло был близок. Конечно, ему было грустно, но он понимал и знал, что прожил хорошую жизнь. Но прежде чем покинуть этот мир, у него было одно последнее желание. Он хотел снова увидеть своего любимого Марио. Врачи надеялись оставить его в больнице для дальнейшего обследования. Но, учитывая его хрупкое состояние, они поняли, что фактически заставляют его провести свои последние дни на земле, вдали от всех, кого он любит. Когда в больнице наконец поняли, как много значит для него возвращение домой, они согласились выпустить Пабло, чтобы он мог провести свои последние дни дома, где он чувствовал себя наиболее комфортно и счастливо. Скорая помощь отвезла его обратно на его конную ферму. Они выгрузили носилки из машины скорой помощи. План состоял в том, чтобы поместить его в доме. Но у Пабло были другие идеи, и он попросил прокатить его по всей ферме. Он хотел увидеть всех своих животных, прежде чем умереть. Тронутый его тяжелым положением медицинский персонал согласился и начал медленную прогулку. Большинство лошадей не обращали на него внимания, но Пабло улыбался каждый, вспоминая хорошие времена, проведенные с ними. Но была одна лошадь, которая очень интересовалась происходящим. Это была последняя лошадь, к которой они подошли. Это был Марио. Хотя Пабло сейчас выглядел таким хрупким, худым и слабым, Марио сразу узнал его и был счастлив его видеть. Пабло поднял руку и нежно погладил Марио по носу, а затем провел рукой вверх и вниз по голове лошади. Лошадь явно наслаждалась вниманием, и было очевидно, что связь между ними как никогда сильна. Но то, что произошло дальше, разбило сердца всех присутствующих. Когда Пабло снова опустил руку на край кровати, потому что слишком устал и был слишком слаб, чтобы продолжать поглаживание, Марио уткнулся носом в его ладонь, как будто лошадь просила больше ласки и больше времени со своим лучшим другом. Борясь с усталостью и слабостью, Пабло снова погладил лошадь. Затем Марио положил голову на тело Пабло и посмотрел ему в глаза, словно утешая и ободряя его. Это был прекрасный и интимный момент между двумя старыми друзьями. Они простояли так несколько минут, пока все присутствующие плакали и выражали свои эмоции. Лошадь, казалось, явно почувствовала, что после этого момента она больше никогда не увидит своего лучшего друга. Наконец, Марио поднял голову, медленно повернулся и ушел. Пабло оставалось не так много времени на этой земле, но он был рад, что может провести последний момент со своим лучшим другом в его любимом месте. Теперь он мог спокойно умереть, вспоминая любимого Марио. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.